Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать вот такие нежные красивые веточки в качестве обвязки. Это всего лишь один ряд сложных столбиков. И у нас с вами получатся вот такие красивые и нежные веточки. Полотно может быть выполнено из столбиков с накидом. Я выполнила первый ряд из столбиков с накидом. У вас, конечно же, может быть это любой узор, столбики без накида, с накидом и так далее. А обвязочка украсит ваше изделие. Приступим к работе. Для создания такой красивой и нежной обвязочки сложных столбиков я использовала крючок номер 1,4 и пряжа 100% мерсеризированный хлопок. Вы, конечно же, можете использовать свою пряжу и подобрать крючок под нее. Не забывайте подписываться на мой канал, обязательно пишите, что у вас получилось, и приступим к вязанию. Начинаем выполнение нашего узора с 51 воздушной петелечки. Обращаю ваше внимание, что раппорт ширины у нас 18 петель. Первый ряд у нас с вами будет подготовительный, далее я вам покажу, как у нас будут распределяться петли. 51 петля, цепочку набираем, я начну набирать, а вы продолжите самостоятельно, пока у нас не будет цепочка из 51 воздушной петелечки. Я выполнила цепочку и набрала 51 воздушную петлю. И теперь буду выполнять ряд столбиков с накида. Для этого я выполняю 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, и смотрите, очень внимательно ввожу крючок 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю от крючка и выполняю столбик с накидом. И так я буду выполнять столбики в каждую воздушную петлю. Этот ряд у меня подготовительный. Вы можете выполнять его, а можете не выполнять, если вы выполняете обвязку сразу на какое-то, допустим, полотно. И полотно у вас из филейной сеточки, можете сразу обвязывать уже непосредственно сложными столбиками. У меня это подготовительный ряд. Я так выполняю столбики с одним накидом. Я выполнила 51 петлю, 50 столбиков, и один столбик у меня заменяют петли подъема, 3 петли подъема, то есть всего получилось 51 петля. И теперь посмотрим на распределение. Я, как и говорила, раппорт ширину у меня 18 петель, то есть смотрим раппорт, давайте вот его посерединке посмотрим, вот от этой петли и до этой, видите, да, вот заканчивается раппорт и начинается. Всего у нас получается 18 петель, и получается в ширину, смотрите, 1 петля у меня будет для симметрии, потом у меня будет 2 полных раппорта и 1 неполный раппорт. Неполный раппорт это будет 14 петель. То есть я набираю любое количество петель, которое делится на 18. И для симметрии я прибавляю еще 15 петель. Одну петелечку в начале ряда и 14 это неполный раппорт. Разобрались, и теперь приступим к выполнению нашей обвязки. Обвязка у нас с вами это всего лишь один ряд и ряд сложных столбиков. Что мы делаем? Мы с вами выполняем одну воздушную петлю подъема и работу разворачиваем. Далее у нас будет идти арочка из 3 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3. Выполнили. Далее смотрите, мы выполняем с вами 8 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все накиды, видите, я придерживаю пальчиком. Далее очень внимательно я пропускаю первую вершинку и отсчитываю еще 4 вершинки. 1, 2,
3, 4. В пятую ввожу крючок. И выполняю незавершенный столбик с 3 накидами. Давайте провязываем. 1, 2, 3. Провязала. Далее опять я выполняю 3 накида на крючок. Придерживаю пальчиком, пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый ввожу крючок и выполняю незавершенный столбик с 3 накидами. 1, 2. Давайте еще раз сделаем. Ниточка расслоилась, лучше перевязать. 3 накида. Пропускаем 1, 2, 3. В четвертую ввожу крючок. И провязываю столбик с 3 накидами. Повторяю, незавершенный. 1, 2, 3. Выполнили. Далее смотрите, вот у меня 2 петли. Видите, да? От столбиков. Я их провязываю вместе. Далее я выполняю столбик с 5 накидами незавершенный. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Незавершенный. Выполняю 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь смотрите очень внимательно. Я ввожу крючок, захватывая за вот эти 2 нити, то есть как бы за наши вершинки, да, которые мы с вами вместе провязали. И теперь провязываю столбик с 5 накидами незавершенный. 1, 2, 3, 4, 5. Это у меня с вами, видите, уже получился второй столбик. Всего их должно быть 4. И мы вяжем с вами еще 2. 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. И туда же, вот видите, опять же за эти же 2 нити я захватываю, провязываю 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Берите поудобнее, потом мы с вами обязательно все поправим. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее смотрите, я провязываю все петелечки на крючке вот таким образом. Раз. Получилась общая вершинка. И теперь над этой вершинкой я выполняю пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Выполнили. Теперь смотрите, я ввожу крючок под вот эти все петли. И выполняю соединительную. Пико готово. Видите, да, вот над вершинкой моего такого большого столбика. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее, что я делаю? Я выполняю 5 накидов на крючок. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И ввожу крючок, опять же, захватывая за 2 нити. То есть туда же, да, в то же место. 1, 2, дальше 3, 4, 5. Выполнила столбик с 5 накидами незавершенный. Далее выполняю 3 накида на крючок. И теперь смотрите, отсчитываю второй накид снизу. 1, видите, накид. И вот второй. И ввожу крючок, захватывая за нить столбика и накид. Вот таким образом. И буду теперь сюда провязывать все остальные столбики. Смотрите, у меня идет столбик с 3 накидами незавершенный, второй. И у меня будет еще 3 столбик незавершенный. С 3 накидами. Выполнили. Теперь я все петелечки на крючке провязываю вместе. Пико из 3 воздушных. И точно так же захватываю все нити и выполняю соединительную. Выполнили. Теперь я буду выполнять арочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
выполнили. 3 накида на крючок. И, как я и говорила, вот во второй накид снизу, то есть сюда же я буду провязывать 3 столбика с 3 накидами с общей вершинкой, общим основанием. 3 накида я сделала, второй столбик. Все эти столбики входят в состав нашего комплексного столбика. Еще 3. Такие столбики еще комбинированными называют или сложными. И теперь все петелечки на крючке я провязываю вместе вот таким образом. Раз. И опять же выполняю пико. Раз, два, три. И ввожу в вершинку, выполняю соединительную. Мой сложный столбик, половиночка его завершена. Мы потом поправим с вами все, посмотрим. Давайте продолжим его выполнение. Далее у меня опять арочка из 6 воздушных, и мы переходим на противоположную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 3 накида. И опять же я буду провязывать 3 столбика с 3 накидами с общей вершинкой, общим основанием. Раз, два, три. 3. Не спешим. Обязательно следите, чтобы все ваши столбики по высоте, если это столбики с 3 накидами, то, конечно же, они должны быть все одинаковые. Если с 5, то с 5 накидами тоже одинаковые. Выполнили. И точно так же выполняем все вместе петелечки на крючке и пико. Ввожу крючок вот таким образом и подтягиваю соединительной. Далее у меня будет арочка из 5. Раз, два, три, четыре, 5. И теперь я выполняю 5 накидов на крючок. 2, 3, 4, 5. Выполнили. И уже вот смотрите, помните, куда мы с вами, давайте вот я разверну. Столбики с 5 накидами провязывали, да? Вот видно хорошо. Мы сюда будем провязывать и на противоположной стороне. Продолжаем. 5 накидов. Я ввожу крючок и аккуратненько провязываю первый столбик с 5 накидами. Раз, два, 3, 4, 5, незавершенный. У меня на противоположной стороне 4 столбика, и, конечно же, здесь будет 4. Первый готов. 3, 4, 5. Это второй. Раз, два, 3, 4, 5. Второй столбик. Далее 3, 4, 5. Это третий столбик. Раз, два, 3, 4, 5. Третий. И осталось выполнить четвертый. 3, 4, 5. И четвертый. Не спешите. 3, 4, 5. Выполнили 4 столбика. И теперь все вместе вершинки провязываем и пико. Раз, два, 3. Я ввожу крючок в вершинку и выполняю таким образом. И теперь я выполняю арочку из 3 воздушных. Раз, два, 3. Выполнила. Далее я выполняю, как и с этой стороны, да, я с этой стороны пропускаю. Раз, два, 3, 4. Ввожу крючок в 5 вершинку и выполняю столбик без накида. Раз, два, 3. На 3 выполняю вершинкой пико из 3 воздушных. И раз, два. Раппорт в ширину готов. Мы с вами не считаем нашу первую петлю, а дальше мы выполнили сложный столбик. Посмотрим.
что вы сделаете? Вы, конечно же, поправите все аккуратненько и смотрите, что у вас получилось. Вот такая красота у вас получилась. Красивый нежный столбик получился. Все наши столбики входят в состав сложного столбика или комплексного, видите, да? Вы можете дальше продолжить. Что вы делаете? Вы делаете 3 воздушные, то есть вот эту арочку, и продолжаете выполнение нашего столбика. И мы с вами выполнили вот такие красивые сложные столбики. У нас получилась очень интересная красивая обвязочка. И теперь я вместе с вами завершу выполнение нашей обвязочки. То есть что я делаю? Я после того, как выполнила наш столбик, выполнила арочку из 3 воздушных, помните, да? И теперь смотрите, я ввожу крючок в петлю подъема и выполняю столбик без накида. Мой ряд завершен, ниточку можно обрезать и смотрим, что у нас получилось. Вот, очень простая обвязка из сложных столбиков, потому что всего лишь один ряд выполняется. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень красивую обвязку в виде сложных столбиков. Давайте я переверну ее, мы посмотрим. Очень нежная и красивая получилась, всего лишь один ряд. И вот такие сложные столбики украсят ваше изделие. Полотно может быть буквально любое, то есть начиная от столбиков с накидом и заканчивая каким-нибудь очень простым рисунком, а обвязка добавит вашему изделию вот такой красивый, интересный вид. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали такую обвязочку. Творческих вам успехов!